Всем привет! Продолжаем играть в первый сезон черных картинок, Дом пепла. Поехали, одиночная игра. Так, новая история. Жить будете, это щадящий режим. Серьезный, вас ждет проверка на прочность. Смерть неизбежна, смертоносный. Да давай также по этому, в нормальном режиме поиграем. Новая ячейка. Версия куратора. Я посмотрел предыдущие две, то что части я проходил, версия куратора, она, кстати, мало чем на самом деле во все части, мало чем отличается. Там, по сути, куратор чаще появляется как второстепенный персонаж на заднем плане, где-то далеко, это во-первых. Во-вторых, там некоторые персонажи просто меняются местами. В принципе, вот и все. Давай, наверное, каноничную версию. Потому что в версии куратора иногда за тебя самостоятельно делают выбор. И поэтому это не совсем интересно. Вот там, допустим, вот так же я в Little Hope включал тоже кураторскую версию, и 2 или 3 выбора за меня сделали. Так нечестно. Не хочу автоматные выборы. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. У каждого выбора есть последствия. Кстати, такие вот слова у нас встречаются только в 3-й и в 4-й части. В первых 2 это не было. Не напоминали нам то, что наш выбор влияет. Другие ведут к смерти. Ну ладно. Выбирайте с умом. Ну, спасибо. А то я бы не догадался. Думал, без ума выбирать. Аккад, 2231 год до нашей эры. Нет! Не убивайте! Молчи! Мольбы не помогут. Твоя кровь – дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал, прости меня. Царь требует, чтобы ты явился. Боги с тобой. Пока. В темницу его. Закончу позже. Везет тебе, Гути. Что? Нет. Удача не для псов. В прологе выбор влияет на то, кто за тобой в финале будет бегать. Генерал, нельзя здесь оставаться. Царь, его безумие может погубить нас всех. Этот храм проклят. Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. Выполняй приказ. Кстати, когда я первый раз ее проходил, мы проходили с товарищем на 2, и некоторых сцен я не видел. Так что в одиночную игру тоже будет довольно-таки любопытно поиграть. Бог Луны прислал тебя погубить мое царство. Мне это ведомо.
Я вижу все. Ну, оглядись. Этот зал недостойная плата за мои проступки? Богов что, не радует его великолепие? Гутий близко, генерал. Бог Луны направил против нас свое войско. Точно, вот этот мужик в шлеме, он же у нас был в Man of Medan, одноглазого пирата играл. В Little Hope играл мужика, который был в кепке. Вот, да. Я немедля соберу воинов. Так, а что там внизу? Внизу сотни пленников, мой царь. Чтобы бить их, нужно время. Но у нас не осталось времени. Неважно. Кровь этого войска насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. А начнем с нее. Скажи, генерал, кого ты видишь, глядя на нее? Я не... Разве не напоминает она... А тетка с ножом у горла играла капитана в Man of Medan. Я не помню ее во второй части. В Little Hope ее, по-моему, не было. Ладно. и дочери? Сколько ей было бы лет? 18. Так мало. Эта чума принесла столько горя. Убей ее. Да тут не важно. Давай оставить в живых. Царь, разве не лучше сохранить ей жизнь? Она Такое ощущение, что у него борода из камня выложена. Мы узнаем планы Гутиев. Нет. Каждая капля крови приближает нас к спасению. Пусть она умрет. Но неповиновение царю грозит казнью, как обычно. А давай вот туда кидать. Не кинул. Ну, попадет второй. Да. Ты слишком долго резал тельцов в темницах, Палату. Потерял хватку. Но царь довольно-таки лояльно к моему, в принципе, отнесся к моему выбору. Он бы мог меня сразу же тоже казнить, просто потому что я ее не убил. Девчонка. Просто девчонка. Да? А я вижу гутийского демона. Если не можешь убить для меня, так может тебе умереть взамен, генерал? Вот. Сражайся. Сражаться с кем? Ну, вот этот мужик у нас сыграл в первой части Man of Medan тоже пирата, который стрелял себе в голову. В Little Hope. Блин, кого же он там в Little Hope-то играл? Он, если он был там вообще. По-моему, он играл в прологе друга Рыжего. Если я не ошибаюсь. Ну ладно. Просто интересно поспоминать, кто каким персонажем был в какой игре. В версии Куратора здесь тоже дают, по-моему, выбор, убивать или нет, но это мало чем отличается.
А кто царя-то играет? По-моему, так и не покажет. Таким бы ротиком до метку хлебнуть. С левой стороны больше народу нападает. Боги, дайте мне сил. Ой, царя грохнули. Интересно, а кто же? Понятно, походу, кто. Какое прочное копье. Нет, хватит! Здорово, Альфа. Помоги мне! Что это там? Что сделали акадцы, чтобы навлечь такой гнев? Мы прокляты. Наш царь проклял нас. Мы думали, демоны вы. Напрасно. Царь разграбил храм в Непуре и строит этот в надежде на прощение. Но боги не слышат. А теперь и он безмолвен. Даже после смерти дочери я не узрел истину. Последовал за глупцом в бездну. Его участь не должна стать нашей. Это ваш храм. Думай же. Можно пройти через катакомбы. Что, довериться тебе? Выбора нет. Вот эти штуки, в которые вкладывается балка для того, чтобы закрыть эти ворота, они довольно-таки широкие, ну, как бы на большом расстоянии от двери выступают, а он туда положил тоненькое копье. Таких копий, по-моему, надо штук 10, чтобы они эту балку заменили. Как они еще двери-то не открыли? Ну, ладно. Стой! А у нас что, с этого дворца только один выход, да, был? Других не существует? Надо обязательно вниз спускаться в подвал. Помоги мне.
За мной. За этой гробницей есть выход. Что? Да. Гробница для строителей. Идем. Зачем, интересно, гробницу для строителей делать? Ну, как бы для чего? Так. Гитар Hero, мать его. Опять? Просто крыса. Столько смертей. Впустую. Жертвы безумного царя. Какой кошмар, жука испугался. Крысы так-то опаснее, по-моему, жука. Найдите секретный проход, обыщите катакомбы. Подожди. Давай сейчас обойдем тут. Посмотрим, блестяшки разные. Да-да-да. Мы прокляты за наше деяние. Угу. Вот тут как раз. Царь разграбил храм. Всеми всегда движет одно. Деньги, слава. Алчность. Вот в этой части, когда ты осматриваешь предмет, надо двигать камерой, иначе он не определит секрет. Надо прям все осматривать. А чё, где? Подожди, или не в этой? Да в этой части вроде. Давай еще раз. Ладно. Будем считать, что осмотрел. Видение. Они у нас вот в этих табличках, я понял. Я некоторые моменты просто в этой игре не помню. Я ее проходил, по-моему, год или два назад. Так что не все запомнилось. Как каких персонажей спасать вообще в упор не помню. Ну, не осматривает он. Не появляется. Ладно. Тут, в принципе, все. Надо что нам на выход идти? Ну-ка, дружок. Сюда нет. А вниз посмотри. Тоже нет. Ну, единственный проход вот здесь. Да. Иди, помоги мне. Ты первый. Бояться нечего. Ты первый. А у него в этом цилиндре на шее, интересно. История Гутиев. Вы, акадцы, стремились стереть нас с лица земли. Но поверь, это лишь начало нашей истории.
Как выбраться отсюда живьем? Давай уважение, поможем друг Враг другу. моего врага. Мой Будем топить за позитив. Соратники. надежда есть всегда. Но из них кто-то один по-любому должен погибнуть. Что это было? Сколько путей ведет сюда? Пойдем уж. Сюда. Беги. Оно близко! Знай. Акадец! Че на факел-то бросил? Выхода нет. Нам надо биться вместе. Нет! Если побежать, Умрем оба. Готовь меч. Сражаться, давай сражаться. Подыхать так с музыкой. Нормально. С одним вроде разделались. Это ранили конкретно. Тостер. Мое почтение. Русь. Значит, если я предаю Лысого... Подожди. А в чем тогда ветка отличается? За кого, от кого точнее будем мы в финале бегать? Кто бабайкой-то будет злой, я ничего так и не понял. Если ты, вот этот мужик, как его там, в шлеме, короче говоря, если он предает Лысого и убегает, то злодеем будет он? Ладно. Курс изменен. Балату последним умер в катакомбах храма. Вот, значит, он будет главной бабайкой, походу. Но это, в принципе, ни на что не влияет. Так, некоторые сцены, по-моему. Ага. Ну, тут почти все предметы у меня собраны еще с прошлого прохождения. Картины новые все. Ладно. Как же саундтрек-то шикарно не послушать. Won't you spare me over till another year?
Ну да, что-то вроде. Я думаю, завтра можно будет в этот, как его, Helldivers побегать. Вы стоите на самом краю пропасти. Ваше благополучие зависит от ваших решений. Они станут компасом на пути в неизвестность. Найдете ли вы путь к спасению? Или же сгинете во тьме навсегда? Буду откровенен. Вам предстоит принять непростые решения. Решения, которые повлияют на чужие жизни. И последствия этих решений очевидны не сразу. Рад снова видеть вас. Вам, наверное, не терпится начать. Тогда не будем медлить. Как вам известно, я хранитель, коллекционер историй. Я слежу за всем, что вы делаете, записываю каждое решение и каждую ошибку. Это мое хранилище. В нем столько нерассказанных историй. Истории о друзьях и врагах, верности и предательстве, жизни и смерти. Я здесь не за тем, чтобы помогать вам. Впрочем, мне случалось нарушать правила время от времени. Погрузиться в неизвестность в одиночку необычайно смело. Или необычайно глупо. Но, возможно, в вас есть потенциал. Позвольте дать вам небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения, указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь, они могут предсказать будущее, которого вам лучше избегать. Но, увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи. Или неудачи. Самое сложное это спасти второстепенных персонажей, которых два вроде. Ирак, 2003 год. Джейсон Колчик, первый лейтенант разведки КВМ что-то США. Полковник, как? Так, он у нас, получается, в Man of Medan был в прологе. В Little Hope. По-моему, его вообще-то... А, нет. В Little Hope он у нас, по-моему, играл с этого... Священника вроде он играл. Который все хотел девочку-то казнить. Точнее, не девочку, а вообще всех, по-моему. Всех, кроме девочки. Эрик Кинг, полковник ВВС США. Разум и неуверенность. Да так себе. Добро пожаловать. Вы рано? Нетерпение, конференц-зал готов. Извинения, простите за ранний приезд. Но нетерпение, У вас все наверное. готово? Этому не понравится. Не понравилось. Ладно.
Можно начинать презентацию. Как только командир даст отмашку, приступим. Вот, прочтите. Не в курсе? Во дворце. Ну, вот это вот Little Hope играла девчонку, которую я, кстати, спас, по-моему. Little Hope. А в Man of Medan ничего-то я не припомню. Ладно. Царь. Похоже на то. А ты? Так, сдержанность. Это мой ассистент. Ну, давай сдержанность. Мой ассистент Клариса Стоукс. Доктор Клариса Стоукс. Колчик. Лейтенант Колчик. Ну, куда идти? В чем дело? Что-то не так? Рэйчел Кинг, старший офицер ЦРУ, команда «Грубость». Ник Кей, сержант разведки. Защита романтика. Ну, мужика, в принципе, я помню, что он в Man of Medan точно был. Но в Little Hope я его не помню. Ладно. Может, это наш последний раз. После случая на командном пункте я был на краю. Но за эти недели ты так помогла мне. Я бы не выжил без тебя. Рэйчел Кинг, Полковник Кинг прибыл на базу, мэм. Идет в конференц-зал. дайте 5 минут. Черт, это он. Рано. Кто, твой муж? Может, пора ему во всем признаться? Приведи себя в порядок. Рэйчел, так ты ему расскажешь про нас? Вы с Эриком уже год как не вместе. Между вами все давно закончилось, так? Неуверенность. Нам нужно сделать перерыв, заверение. Я подумаю, как ему сказать. Давай неуверенность, Нам нужно наверное. взять паузу. В смысле? Так С просто? Ником отношения То хуже. есть все кончено? Так ты решила? Именно, я так решила. Мой муж приехал. Господи, Ник, а как ты себе это представлял? Мы должны пока держаться на расстоянии. Похоже на приказ, мэм. Я понял. Ладно. Вот мужику этому будет его друг помогать, если я не ошибаюсь. А вот если ее где-то не будет в каких-то сценах, то, по-моему, мужик в очках может умереть, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. У нее что-то с глазами, у нее как-то слишком близко расположены друг к другу. Черт. Но актриса другая. В Man of Medan вроде другая играла женщина. Тут, скорее всего, актрису поменяли. Либо очень как-то странно ее сделали, что она перестала быть похожа на ту. В версии куратора здесь, по-моему, можно взять было бы кольцо обручальное и типа до конца быть вместе с мужем, как-то вот на его линии больше зависеть. Что-то такое. Это кураторская версия. Извиняюсь за шум и беспорядок. Мы сюда недавно прибыли. Охренеть. Всего пару недель назад здесь зависал Саддам. Пахлаву жевал, а какой-то бедолага ему ногти стриг. О, как мило. Видел бы он, что стало с этим местом. Красота.
У нас тут ЦРУ, у нас тут армия, морпехи, разведка, ВВС. Ха, приглашены все. Все хотят войти в историю. Боже, храни Америку. Ну, основное задание. Отправляйтесь в конференц-зал. Вроде тут, если ты удерживаешь кнопку, персонажи хотя бы ходят побыстрее. Я слежу, старик. Давай не сочковать. Присоединяйся. Может, научишься чему. Вот этого сложнее всего, по-моему, спасти из второстепенных. Вот его и тетку в кепке. Их прям вообще, ну, там очень много и правильно нужно сделать выборов, которые, в принципе, особо ни на что... Ну, в целом, это же не основные персонажи. Они как бы будут принимать участие в событиях, но очень косвенно. Позже. У нас гости. Что ж, может, дамочка хочет посмотреть, как я потею? Подстрахуешь, девчуля? Мне и отсюда видно достаточно. Не обращайте внимания на Мервина. Он всегда такой. Ясно. В каждом отряде есть свой придурок. Сержант Кей. Это полковник Кинг. Я веду его в конференц-зал. Окей, сейчас подойду. Да, встретимся там. А с ним что не так? Ник сейчас сам не свой. Пару недель назад мы попали в перестрелку. И поэтому он всегда оружие теперь носит наготове. Я не знаю. Он же вроде у себя как бы это... Ну, у себя на базе. Тут куча соратников и так далее. А зачем ему оружие прям наготове? Он как будто уже сразу же стрелять сейчас собрался. Гражданский. Ник был в шоке. К бою готов? Он морпех, сэр. Готов. Джоуи, тебя за бумажки усадили? Сделать звонок? Не надо. Чем больше бумажек, тем меньше шансов словить пулю. А это выходит тот самый спец по спутникам? Так, возмущение. Я ваш командир. Вежливость. Я Эрик Кинг. Ну давай вежливость. Тот самый. Я так понял то, что здесь команда не любит, когда он начинает званием козырять и выпендриваться то, что хе-хе, смотрите, какой я. Ну ладно, хорошо. По спутникам. Тактичность вверх. Полковник Эрик Кинг. Дай полковнику полный доступ. Сэр? Ему в каске-то не жарко. Когда альфа-сука об этом узнает, лопнет от злости. Так, сдержанность. Мы знакомы. Возмущение. Это моя жена. Ну давай сдержанность. Мы с Рэйчел... Мы знакомы. А Правдивость. на войне нет правил. Сэр? Ну, это ваша альфа-сука. Вообще-то его жена. Он не знал. Отлично, умник. Сэр, мне очень жаль. Рэйчел не сказала, что замужем. Мы не виделись почти год. Значит, она теперь альфа-сука? Громкий титул. Если что, это мы так выражаем симпатию. Ну да, рассказывай. Я что-то этого актера не помню ни в одной части Сейчас все будет. из предыдущих. Справиться с объемом. В этом я не секу. Так, Ну тогда поднимай тяжести. Договорились? просто карта, да? Кстати, что Ничего это? полезного. Дальше. Похоже на бальный зал. Попала в самую точку. Видно, Саддам любил отжигать на танцполе. А если партнерша ему на ногу наступала, ей сразу... Давай сначала по кругу обойдем, потом будем это. Я бы не удивился.
Может, э, ты пригласишь меня на к танец? людям подходить. Тема: требуются незамедлительные результаты. ИО командира Рэйчел Кинг. Конфиденциально. Разведгруппа приступает к действию сегодня. Ну чего, дайте дочитать-то. Зачем они, интересно, отслеживают фазы Луны? Полковник, Здрасте. Миссис Кинг. это моя команда. Хочешь инструктаж? Сначала скажи мне. Извинения, мне стоило позвонить, заносчивость, теперь это моя команда. Ну, давай, раз уж так, будем отыгрывать линию молодоженов вот этих. Ну, не молодоженов, а вот этот очкарик будет у нас налаживать контакт с женой. Извинения, мне стоило А позвонить. я должен был тебя предупредить. Вино. Как его зовут-то? Эрик его зовут. Мгм. Но я был вынужден действовать быстро. Быть в курсе – моя обязанность перед командой. Понимаю, Рэйчел, но это приказ ЦК ВС. В смысле? Теперь я командир. Надо было сказать... Ну-ка, смирно. Знаю. Мне очень жаль. Что-то я сомневаюсь, что тебе жаль. Ну а чё, прикольно, очень удобно, он теперь официально может жену строить, руки по швам, там, туда-сюда, стоять смирно, отдать честь. Это из ЦБ. Подтверждает, что полковник Кинг принял командование операцией. Мне нужен доступ к сети. Я могу помочь. Имя? Доктор Стоукс. Зови меня Клариса. Привет, Клариса. Доктор Это Стоукс, подготовь. Молчание ягнят. Привет, Кларис. Нотацию. Ты что-то нашел? Я не понимаю, почему, но мне не дают осмотреть конференц-зал. А я уже второй раз заметил, вот то, что сбросили у меня этот, как его, осмотр. Сейчас, по-моему, он тоже нужно было за этого мужика отыграть. Не знаю, может быть, игра считает то, что у меня типа предметы все собраны и записки тоже за предыдущее прохождение. И поэтому она не дает мне осмотреться нормально. Не знаю. Че за хрень? Современное искусство? Это кадры, сделанные сверхсекретной программой Целус. Я должен впечатлиться? Система инфракрасных спутников. Моя разработка. О, звучит солидно. Прошу. Ну, если в принципе это так, если действительно игра не будет подбирать, давать мне предметы, если она не будет мне давать читать записки и так далее, то есть, как будто это второе прохождение уже подряд. Сэкономим хотя бы время, в принципе, весь сюжет, он и так будет понятен без записок. Записки только дополняют лор, а так, в принципе, все, что нужно знать, показывает на экране. Продолжайте. Вы на всех инструктажах так себя ведете? Парням просто нужно расслабиться, сэр. Он не со зла. Ладно. Спутниковые снимки зоны боевых действий выявили возможное подземное хранилище. Разумеется, эти данные нужно проверить, но я почти уверен, что химоружие Саддама именно там. Попался, сукин ты сын. ЦК ВС дало добро на захват объекта и конфискацию обнаруженного оружия. Бои прекратились, но по всей стране действуют группы сопротивления. Мы не можем сидеть и ждать, пока они применят это оружие. Армия забросит нас туда на вертушках. По прибытии лейтенант Колчик возглавит захват объекта. Затем мы проведем полную ревизию оружия. И еще. Руководство сменилось, но Рэйчел оперативник с большим опытом и много знает об этой местности. Она летит с нами, и я требую к ней прежнего уважения.
Вопросы есть? Какого хера мы ждем? Вперед! Это территория племен, полковник. Ну, вообще у этой Рэйчел, она как минимум старших по званию. Почему они должны неуважительно к ней относиться? Ну, как бы то, что они за глаза ее называют альфа-сука, это одно, как бы. Но тупо во время обращения они обязаны к ней нормально относиться. С уважением как минимум. Вот, просто звери. Запросим поддержку с воздуха? Нет. Привлечем слишком много внимания. Вошли и вышли, все дела. Смешно, прям как я с твоей мамкой. Тихо, пацан. Если бы я вовремя не вынул, стал бы твоим папкой. Ладно, хватит уже, Мервин. Сэр, ваше слово. Так, уступчивость. Я запрошу поддержку с воздуха, обойдемся малыми силами. Нет, давай уступчивость. Поддержка с воздуха будет Да-да-да. ждать приказа. Поддержка никогда лишним не бывает. Лететь ниже радаров. Объект в горах Загроз. Там будет где укрыться. Будем искать оружие Курс без изменен. связи. Через 24 часа радиомолчания ЦКВС пошлет спасателей. Сколько раз за это время нас успеют грохнуть? Ой, да не ссы ты. Да я так, просто. Ради этого мы воюем. Ради этого встаем каждое утро. Я обещаю вам, дамы и господа, мы помешаем Саддаму использовать это оружие. Вылет через час. Вольно. Клариса, помоги настроить. Сейчас. Не знаю. Что-то не так. Да у меня, блин, мурашки по коже. О, пупсик, нет. Хочешь, плечики тебе помассирую, а? Серьезно? У меня плохое предчувствие. Это побочный эффект от общения с Эриком. Может, ты скажешь ему? Я загружу последние данные со спутника. Оставлю вас с ним наедине. Спасибо, Клариса. У меня сомнения. Да? Люди в команде едва знакомы, а ты хочешь отправить их на 500 километров вглубь территории врага. Рано. Они даже близко к такому не готовы. Ань, Ну что теперь ждать, пока они все познакомятся? Ну вы серьезно? У них как будто времени в вагон, что ли, я не знаю. Всех перезнакомить, потом выполнять, бежать операцию. Что за бред-то? разве Познакомиться по дороге, все в готовы — порядке. их работа? Вот именно, да, быть готовыми — это их работа. Слишком мало времени. Пионеры. Рэйч, это наш шанс вернуться домой. Прошу, подумай. Нет, я принял решение. Рэйчел, я не собирался перехватывать твою команду. Угу. Предвкушение — это прорыв, близость, мне тебя не хватало. Блин, да давай близость, но мне ей это не понравится. Мы с тобой так давно не виделись. Нет, слушай, ей понравилось. Эрик. Прошу, дай сказать. Каждый день я вспоминал о тебе. Хотел, чтобы ты была рядом. Судя по звуку, очень большое эхо в этом помещении. И там что, народу больше нету, все разошлись, и они спокойно могут поговорить наедине. Скучал по тебе. Речь не о нас, Эрик. Я хочу, чтобы все стало как прежде. Под конец все было не слишком здорово. Бывало хуже. Намного. Слушай, Эрик. Ладно. Блин, ну... Я не знаю, я не могу на ее на глаза адекватно смотреть. Они какие-то просто, я не знаю... Они смотрят не туда, они близко посажены. Они какие-то не то чтобы кукольные, они даже... Блин, я не знаю. У кукол глаза симпатичные. Она всегда чуть выше смотрит человека, по-моему, когда разговаривает. Она смотрит ему не вот в центр, да, допустим, в переносицу, в нос, там, на рот, на глаза.
она смотрит на чуть выше лба где-то вот здесь. То есть как будто она всегда с потолком разговаривает. Что за хрень вообще? Я думаю, разработчикам надо вот на это дело всегда обращать внимание. Но они даже не стараются, по-моему. Которая игра? Query, по-моему. Бля, или не в Query. Тоже такая проблема у кого-то была. И вот так вот, если присмотреться, у некоторых персонажей реально, хотя бы у одного за игру точно вот эта вот проблема со взглядом. Он смотрит, почему они делают у всех нормально, но одного персонажа почему-то пропускает. Он смотрит куда-то выше всегда. Либо в сторону, вот по-дебильному тоже. Так люди не разговаривают. Я думаю, разработчики как-то специально, что ли, не знаю, этой ошибки допускают. Давай потом. Но не здесь. И не так. Ты ведь носишь кольцо. Сейчас у нее вроде были, ну, нормальные глаза. Ай, черт, виноват. И что в этой чудо-коробке? Это что за хрень? Самотык здоровенный. Ультрафиолет. Для поиска взрывчатки. Я гляну? Нет. Клариса, как там с данными? Они нужны срочно. Еще 5 минут, быстрее никак. Уже загружаются. Ладно, я взгляну на карты. Да, скорость не очень. Что-то для ультрафиолетовой палки слишком большой чемодан был. Это, по-моему, можно было и в пакете принести. А то как-то его, я не знаю, такое ощущение, что это что-то, я не знаю, священная какая-то хрень там. Очень дорогостоящее оборудование. Не знаю, этот ультрафиолет, по-моему, можно уже на телефон скачать. Какая есть. Подпиши 1348. А? Ну, выдача снаряда. Хотя это 2003 год. Возможно, возможно. Все проверьте. Лучше дважды. Да, понял. А колечко-то хранит, гаденыш. Вот. Наконец-то разрешат мне это, да, обойти. А я думал, уже шеф, все пропало. Давай хоть дочитаем. Так, требуются незамедлительные результаты. Командира Рэйчел Кинг, конфиденциально. Разведгруппа приступает к действию сегодня, поэтому крайне важно подчеркнуть необходимость успешного выполнения задания. Все, вы наговорились? Спасибо. Наши военные операции нуждаются в ясных и адекватных условиях окончания. Силы США были задействованы, чтобы положить конец угрозе международному сообществу со стороны иракского ОМП. Пока мы не докажем наличие этой угрозы, мы не сможем оправдать вторжение в соответствии с международным правом. С прекращением боевых действий возрастает риск того, что режим уничтожит доказательства наличия ОМП. В разведгруппе необходимо как можно быстрее выявить объекты и персонал, связанные с ОМП. Нашим союзникам в международном сообществе требуется подтверждение надежности наших разведслужб. Ждем ваших отчетов. Подпись: Саймон Фуллер, начальник управления спецопераций. Директор службы агентурной разведки РУМО. Конфиденциально и лично. Окей. Так, к карте я подходил. Давай-ка мы вот здесь осмотрим. Ну, тут вряд ли что-то полезное. Ощущение, что кто-то сейчас насвистывал тему из «Крестного отца». Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Гранатки, что ли? Можно так подергать, как будто ты трёкаешь пеструн. Это то, что я думаю? БФ, сэр. Белый фосфор? Для дымовой завесы. И все. Неодобрение, они запрещены. Сдержанность, ладно, только для прикрытия. Давай, сдержанность. Использовать только для прикрытия. Ясно? Ясно. Помните, это Саддам нарушает конвенции по оружию, а не мы.
Кстати, часто я стал, ну, я заметил, что эти игры от черных картинок в принципе не любят, когда ты ругаешься с персонажами, ссоришься, что-то делишь, выясняешь. Особо за это, ну, наоборот. Ругаться начинаешь, тебя начинают это как-то щемить в развилках. На кой нам сдалось это все? Это нас засветит. Оно подстрахует. Объект под землей вполне вероятно недостроен. Так безопаснее. Я буду в безопасности. С парой лишних стволов. Провокация. Боитесь высоты? Безмятежность. Значит, вы мой техник? Давай безмятежность, наверное. Значит, вы мой техник? Наслышан о вас. Да уж, блин, надеюсь. Я прослежу за снарягой. А если кто из арабов высунет башку, я отстрелю ее к херам собачьим. А вы уверены в себе, капрал? Вам знакомо это снаряжение? Могу помочь. Я справлюсь, сэр. Знакомо, штабной крысеныш. Все равно, ну, понятное дело, то, что он только пролетел, его никто не любит. Да, если я не ошибаюсь, его в целом за весь сюжет особо это жаловать-то никто не будет. Хотя он вроде как нормальный персонаж, как бы ничего плохого он ну, по сюжету никому ничего не делал. Бывали крысы в этих играх, но не настолько чтобы. Так, эмблема, дата 05.05.2003, задачи разведгруппы, директорат центральной разведки. Перед разведгруппой стоят следующие задачи: организация и направление разведывательных возможностей агентств коалиционного правительства и вооруженных сил США, Великобритания, Австралия. Применение опыта разведки для обнаружения, сбора и использования информации об отдельных лицах, объектах и операциях, связанных с оружием массового поражения. Да блин, дайте дочитать-то, вашу мать. У меня готово. Идем к вертушке. Я не понимаю, так у игры чё, какой-то таймер бежит, что ли, я не понимаю. То есть какие-то определенные события по определенному таймингу должны случаться, что ли? Читаешь, блин, я такого раньше не замечал. Читаешь, херак тебя просто прерывают на полслова и проигрывают катсцену. Зачем это делать? Что-то раздражает немного эта тема. Что? Дай угадаю. Ты хочешь меня о чем-то спросить? Что думаешь? Я так понял, ты про шкипера. Он ничего. Но тут этого мало. А тебе он как? Есть у него что-то на уме. Ну, естественно, этому челу он, этот очкарик, не выгоден, как он его соперник. Ты чё? Салим. Бадра Мандали. 17:53. Хотя написано 1753 часов. Салим Осман. Или Осман. Лейтенант чего? Блин, я не прочитал. Лейтенант, короче. Опять же, еще интересно тут насчет качества. Ну, типа, если должен ли ты, чтобы спасти персонажа, открывать его качества какие-то, которые под замочком, или нет, не знаю. Ну, типа, черты характера какие-то скрытые у них есть. И чтобы спасти персонажа, нужно его как-то с другой стороны раскрыть, чтобы он проявил эту черту характера и от этого спасся. Если я правильно понял, на этом основывается спасение всех персонажей в Little Hope. Не знаю. Не уверен я что-то с этим делом. Зейн? Энегейт? Я дома. Зейн. Кто Зейн такой? Ну, как удобненько, да? А, не, вон диван есть все-таки. Так, ну давай вот прям по этому, по
по периметру пройдемся к кухне. Все осмотреть, чтобы. Хоть конференц-зал не дали досмотреть. Давайте сейчас это осмотрим. С днем рождения, Зейн. Мой мальчик стал мужчиной. С любовью, папа. Ага, значит, Зейн это его сын. Ну, то есть нам вот этого мужика, его представляют как хоть и человека военного, но он типа вынужден не конфликтовать, чтобы вернуться к сыну. Типа того. В общем, положительный персонаж, только с противоположной стороны военного конфликта. Так, Салим, значит, у него надежда, зрелость, долг, смелость, осведомленность, упрямство. Но вот осведомленность и упрямство, скорее всего, это вот как раз его закрытые черты. Ладно, понял, принял. Эрик это у нас в очках. Ник, по-моему, это который с Рэйчел целовался в начале, а Джейсон это в кепке. По-моему, так. Вот надо, чтобы Эрик был с Рэйчел, а Джейсон с Ником, ну, такие вот братаны, в общем, вот такую примерно штуку надо отыгрывать. Ну, и этого тоже заодно спасти. Так. На входе же у нас ничего вроде нету. Ну, камера, вернись, алло. А какой кошмар. Так, записочка, естественно. Герб Хайгейтского университета. Господин Зейн Осман. Или Осман. Я не знаю, как ударение правильно тут ставится. 3 марта 2003. Заявление. Бла-бла-бла. Уважаемый Зейн. Комитет одобрил ваше заявление о приеме в Хайгейтский университет на курс мифология, степень бакалавра. В 2003-2004 учебном году, который начинается 2 сентября. Данное предложение действительно при условии вашего согласия выполнит следующие требования, в случае невыполнения которых университет отменит вашу регистрацию на предлагаемом учебном курсе. Первое. Завершение обучения в колледже с прогнозируемым уровнем академической успеваемости, соответствующим стандарту IAB. Получение студенческой визы в Министерстве внутренних дел Великобритании. Мы понимаем, что текущая международная обстановка может усложнить для вас получение визы и переезд в Соединенное Королевство. Уверяю вас, что факультет будет всячески содействовать вам в процессе получения визы. На протяжении более 120 лет Хайгейтский университет помогает талантливым молодым людям из всех слоев общества достигать профессиональных целей, предоставляя им возможность реализовать себя в учебе и карьере. С уважением, Эндрю МакХаллистер, председатель приемной комиссии. Ну, если я... это Зейн. То есть его сына взяли в университет, да? Ты добился того, чего еще никому не удавалось в этой семье. Я очень горжусь тобой, Зейн. Покажи там класс. С любовью, папа. Подожди. Речь о его сыне идет. Нет, Салим. Я, может, что-то путаю? Зейн, ему кем приходится этому Салиму? Ну, сын, все верно. Шайтан. Ох, шайтан. А тетеньку закрыли почему-то. А почему ее закрыли? Вот, наверное, тетенька шайтан вот на этой фотографии. Но если фотография просто сложенная, то она как-то непропорциональная. Она очень слишком вытянутая. То есть у нас обычно же формат фотографий там что-то, ну, 9:12, допустим, да, то есть приблизительно прямоугольная. А тут какой-то очень, как будто два прямоугольника друг с другом состыкованы. В 2003 году у нас были такие телевизоры. Кошмар. Ну да, хотя были, да. Это получается времена PS1, PS2. Только такие были телевизоры. Точно. Блин, они в касках, как у них голова не потеет.
Я бы, наверное, уже весь исчесался просто. Там же наверняка где-нибудь плюс 40 запросто. Зейн? Такая типичная комната подростка, все раскидано. Месопотамская мифология. Открывать будешь? Угу. Небеса. Он сказал, он все еще любит сказки. Небеса не предназначались для смертных. Шумеры верили, что небо состоит из нескольких куполов, каждый из которых вытесан из определенного драгоценного камня. Самый верхний был воплощением Ана, бога неба. Средний купол служил домом для небесных богов, а на самом нижнем размещались звезды. В разных текстах куполов было от 3 до 7. Число 7 имело магические свойства и часто встречалось в месопотамских мифах. 7 демонов, 7 престолов, 7 духов и 7 врат в подземный мир. Для шумеров у звезд и планет были свои собственные божества. Уту был солнцем, Нанна, позже известный как Суэн или Син, был луной. Планетой Нергала считали Марс, Набу – Меркурий, Мардука – Юпитер и Инанны – Венеру, а Нинурты – Сатурн. Небеса были обителью всего божественного, а земля внизу отдана людям. Ни одна душа не могла отправиться наверх в этой модели мира. Вместо этого они были заперты в своих земных владениях даже после смерти. Неудивительно, что шумеры одними из первых в мире занялись астрономией. Они нанесли на карту положение звезд, обозначили планеты и начертили движение созвездий. Хотя сохранившиеся записи того периода не дают полной картины, в настоящее время широко распространено мнение, что открытия месопотамской астрономии легли в основу классических греческих карт звездного неба. Найден секрет. Загробный мир древней Месопотамии. Согласно древним поверьям, мир состоял из земли, моря, неба и был заключен в ящик из неразрушимого олова. Подземный мир, известный как Кур или Дом праха, был тем местом, куда люди попадали после смерти. Души отправлялись в пещеру глубоко под землей. Единственным напитком здесь был прах, а пищей глина. Света не было, только тьма. За поступки, совершенные при жизни, не было ни наград, ни наказаний. То, насколько душе было комфортно, определяло лишь ее погребение. Мертвых часто хоронили под домом или рядом с ним, и духам усопших ежедневно жертвовали еду и напитки. Родственники, которые лили вино на могилу умершего, позволяли ему утолить жажду в доме праха. Исходя из этого, живым следовало жить в радость, получить богатые похороны и иметь много потомков, которые смогут долгие годы обеспечивать им пищу и питье в загробной жизни. Мертвые могли вернуться на землю в виде призраков, чтобы наказать тех потомков, которые не оставляли им еды и напитков. Мстительные призраки могли обрушить на живых несчастья и болезни. Такие недомогания, как мигрени, боли в животе, лихорадку и психические расстройства целители Месопотамии часто приписывали действиям призраков. Другие болезни могли насылать боги либо демоны. Ясно, понятно. Так, ну, что, крутеться смотреть? Все вроде. О, Зейн, неужели опять? Что, он подсел на наркотики? Идиот. А что он такого нашел-то в коробочках? Алло. Добрый день, это Салим. Салим? Салим, ваш сосед, отец Зейна. А, ну да. Вы вернулись? Да, вернулся. Зейн с вашим сыном? Тариком. Да, Тариком. Они сейчас вместе? Да, вдвоем сели на автобус в город где-то час назад.
Все в порядке? Злость. Я нашел украденные вещи. Сдержанность. Я принес ему подарок. Давай сдержанность. لا لا كله تمام. Зачем, да? С другой практически незнакомой семье. Ну, то есть родители друг с другом не знакомы. Зачем говорить про воровство и так далее? И отлично. У Зейна день рождения. Я принес ему подарок. Как мило. Когда вернутся, скажите ему сразу идти домой. Я не знаю, когда это будет. Знаете, как с мальчиками бывает? Неважно когда, просто отправьте его домой, пожалуйста. Конечно. Да, зачем там разъяснять, типа, то, что вот, воровство там. Ну. Нет, черт. Не сейчас. Капитан Басри, привет. Выдвигаемся немедленно. Не понимаю, о чем ты. Они идут, Салим, захватчики летят сюда. Захватчики? Капитан, война окончена, мы проиграли. Глупости, мы не признали поражение. Во имя Аллаха, это наша земля. Здесь мы дадим им отпор. Мы их видим? Требую подтверждения. Они идут, Салим. Мы должны собрать всех, кого можно, на случай, если они приземлятся рядом. Уступчивость. Ему должно быть параллельно. Должен он сына найти, не должен. Ну, как бы... Не-не-не. Не прокатило бы, если бы я про сына. То что-то там... Кто он там? Капитан, генерал? Не знаю, неважно. Если бы я про сына заикнулся, ему сказал, ты чё военный мне? Ну-ка. Честь отдать для начала. А как удобненько, и калаш всегда под рукой. Я скоро вернусь. Хватит, Дар. Это последний раз. Ну как у них, да, вот так вот раз. А вот я понял, почему они все в этих касках бегают. Потому что там хоть и жарко, но у них сразу раз и все. 2 минуты и война началась уже. Койот 2, это главный ястреб 2-1. Мы на подходе, обрубаем связь, прием. Принято, главный ястреб 2-1. Поддержка ждет сигнала. Вас понял, прием. Мы вас прикроем. Удачи и с Богом. Всем позывным. Радиомолчание. Конец связи. Не знаю почему, но мне больше всех импонирует вот этот пацан в кепке. Не знаю. Не знаю почему. Самый, наверное, прикольно сделанный, прописанный персонаж. И какие-то скользкие потом. Готовьтесь, парни, мы почти на месте. Мервин, чем твоя мамаша похожа на торнадо? Ну расскажи, сука. Засасывает насмерть. Неплохо, щенок. Смотри, у твоей мамы такая дыра, что в ней как-то потерялась команда спелеологов. Ну бля, давно это сочинил? Хорош прикол. У меня таких красавцев целый батальон. Да, твоя мамка так и сказала. Может, хватит нести херню? Про задание помните? Эй, есть только одно место, где баба может мной командовать, слышь? И это постель. Твоя мама пускает женщин к тебе в спальню? И что, совсем не ревнует? Блин, Рэйчел. Эй, стирали вы ржете. Рэйчел грамотнее всех их подколола. Как же без сцены в вертолете, когда военные друг друга подкалывают? По-моему, блин, это такое клише, это что практически везде встречается. В маломальских каких-то боевиках. Постоянно, если военные летят в вертолете, то они, конечно же, они должны друг друга подкалывать. Никак иначе. Сержант Кей, выходи на связь с контрольным пунктом АВАКС каждые 4 часа. Сержант Кей, ты с нами? Да, понял. Связь с КП раз в 4 часа. Обеспокоенность. Ты в порядке, приятель? Обеспокоенность. Эй, ты как? Я в норме. Что с тобой такое?
Просто есть о чем подумать. Все окей. Ничего. Любопытство, в чем дело? Поддержка, я на твоей стороне. Давай поддержка, да? Я на твоей стороне. Братан. Знаю. Помни об этом. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Это типа девиз бойскаутов? Девиз морпехов. Всегда верен. И что, это типа к удаче? У морпехов до хрена суеверий. Какие, например? Ну, смотри. Например, нельзя оборачиваться, слезая с вертушки. Проклянешь всю команду. Кажется, я ничего тупее в своей жизни не слышала. Ну, возможно. Но по мне, хуже не будет. Смотрим только вперед. Станешь озираться в бою, твою жопу непременно отстрелят. Мы на месте, морпехи. Мы прибыли сюда ради этой миссии, и видит Бог, мы преуспеем. Аминь, брат. Ура! Ура! Они держались низко возле Бадра. Не упусти их из виду. Капитан, вон там. Значит, правда, свиньи летают. Приземляются. Приготовьтесь, бойцы. Джейсон, зона посадки, 18:46. 1846 часов. Я не понимаю, почему такое время исчисления в тысячах вообще. 1543 часа, 1846. Я не знаю. Может быть, они забыли двоеточие поставить? Может, трудности перевода? Ну, я не знаю. Ладно, хрен. А может быть, где-то в записках или на стенде написано, типа, когда начнется лунное затмение, и у нас же время вперед вроде идет-то здесь. Эй, Джоуи! Ну и нахера ты это сделал? Через противогаз крестик целовать, ну точно. Отличное решение. Американцы. Здесь американские солдаты. Нас обнаружили. Жду приказов. Уверенность. Штурмуйте здание. Осторожность. Разделимся. Не стрелять. Разделимся. Не стрелять пока что. Не стрелять. Действуем аккуратно. Да-да-да. Зачем пальбу начинать раньше времени? А вдруг их больше на самом деле? Тем более они только высадились на открытой поверхности. Мы американские вооруженные силы США. Покиньте руки над головой, мы не причиним вам вреда. Ну да, это вообще, кстати, возможно... Это вообще, возможно, мирные жители. Так, сейчас давай мы перерыв сделаем, потом будем захватывать арабское поселение. Сейчас я подойду. 3 минуты.
Продолжаем. Вниз, живо! Руки за спину! Тут чисто! Чисто! Объект захвачен. Сопротивления нет. Понял. Вели Мёрвину дать желтый сигнал в зоне высадки и веди полковника. Это провал. Эти люди нам не враги, они пастухи. Знает. Лейтенант, докладывайте. Огонь не открывали, жертв нет. Ферма захвачена, занимаемся пленными. Пленными? Нашли вход в подземное хранилище? Никак нет. Если он и есть, то хорошо спрятан. Если есть? И как это понимать? Уважение, мы найдем его, сэр, скептицизм. Это всего лишь пастухи. Уважение. Мы еще не провели полный обыск, сэр. Найдем его. Вы пошли на риск, обнаружив нашу позицию. Но риск оправдался. Все четко, без жертв. Спасибо, сэр. Но оставшиеся иракцы теперь знают о нашем прибытии. Мой отряд готов ко всему. Не, ну пока все в порядке, никого стрелять не начали. Сюда теперь пролезть сложнее, чем к целке. Лучше тебе не продолжать, капрал. Я начну допрос? Да, только не упирай на высшую математику. Идем. Значит так. Если кто-то хотя бы глянет косо, доложите мне. Так точно. Не знаю, как вам, но мне кажется, что с этим местом что-то не так. Да? Это что ли это? Хваленная женская интуиция? А знаешь, что она могла бы сказать о тебе? Спокойно. Я тебя обыщу. السلام عليكم يا أخي. Салям алейкум, брат. أسأل السؤال. Я задам тебе несколько вопросов. لازم تقول الحقيقة. فين مدخل Где вход в хранилище? Обещание. Я заставлю его говорить нетерпение. Что прикажете, мэм? Нетерпение, допустим. Больше нравится этот вариант. Приказ? Пока жди. Я сама. هسألك مرة. Я спрошу еще один раз, как попасть в хранилище? Через палку? Ну что он показал-то? Похоже на чучелка. Языческая. إيه ده؟ Что она означает? Ты скоро узнаешь. Любопытство. Что за ярость? Я в жопу сраная Буда. Любопытство. Без агрессии. Что за хрень? انتوا كام هنا؟ Сколько вас здесь? Ай-яй-яй. С меня хватит. Капрал, следи за пленными. Выполняй. Давай осмотримся, но, по-моему, тут уже... Вот конкретно в этой комнате уже ничего не найти. Дальше. Хотя подожди, может быть на полу что-то? Да не, я бы заметил блестяшку. Они без обуви? А нет. Так. Это вход в сам дом. Дальше идем. Скажи, где хранилище? Он был вооружен. В этой стране все вооружены. Вот именно.
دي بندقية كبيرة قوي يا أخ. Это очень серьезное оружие. محتاجه للغنم. Слишком большое, чтобы отпугивать шакалов от стада. فين مدخل Где вход в хранилище? О, это было дерзко. Да, пожалуй. Рэйчел была разочарована, когда Джейсон ударил пленника. Да блин, а чё ей не понравилось-то? В нее плюнули, она что я ему должен по голове погладить? Они же в заложниках. Ну, блин, ладно. Лейтенант. Эти люди по-другому не понимают. То есть, если бы я все время отвечал Джейсоном, ну, и отвечал и так далее, делал бы грубые какие-то поступки, то это бы вообще никому, наверное, не понравилось бы. Ладно, я понял. Все под контролем. В общем, все, что вот в этих сценах будет касаться заложников, действуем только на позитив. Никого не бьем, не кусаем, не режем. Понял? Есть еще пленные. Да, в той хижине. За мной. أنا راجعة حاليا. Я скоро вернусь, и мы поговорим. هتتكلم. Присматривай за этим. А, блестяшки-то дадут поискать, не? О, что-то есть. Опять кто-то свистит. Так. Ага. То есть Рэйчел в этом видении вырывает у Джейсона оружие и наставляет на него. Будет возможный вариант, что они вообще в принципе поругаются. Ну или типа того. Ладно. Я хочу, чтобы вы обыскали каждый дюйм этой фермы. Под койками, каждый сарай и сортир. Вход в хранилище где-то рядом. За дело. Угу. Мы ищем вход в хранилище. Говорить. Ну, допустим. Мёрви на нас наслал проклятие. Я не верю в приметы, зубную фею или Санта-Клауса. Не, ну зубная фея, да. Ну Санта. Как можно? Ну все, ты похерил мне Рождество. Больше, кстати, в этой части юмора, чем в предыдущих. Наверное, даже вместе взятых. И это как вам... Что хотел сказать, забыл. А где сарай? Вот этот сарай имеется в виду. Хрен вам. Есть что сказать, сержант? Посмотри. Что видишь? Ни хера. Если оно тут, где следы? Не. Это пустая трата времени. Этот его Целус облажался. У нас приказ, сержант. Продолжаем обыск. Да, сэр. Так они могут просто ходить даже по этому входу в хранилище. Песком его засыпь. Все. Не обязательно же им каждый день пользоваться, правильно? А чё? Вот, в сарай можно войти в этот. Это ж сарай? Я бы не назвал. По-моему, это просто обычный дом жилой. Но, возможно, из этого дома мы попадем в сарай. Сарай, ты мой сарай. Так. У нас тут противогазы. И неспроста, кстати. Так много причем. Неспроста их так до хрена тут. Выходим. Я представляю правительство Соединенных Штатов Америки. И у вас большие проблемы, поэтому очень важно, чтобы вы рассказали мне правду. Где вход в хранилище? Под ковром.
Это героин. Охрененная новость. Эти люди обычные бандиты. О чем только Эрик думал. Она другое спрашивала. Почему он указал ей на героин? Он мог сказать, ты что, я не знаю, о чем ты говоришь, какой вход в хранилище, ты что? Он сразу просто взял, вот смотри, у нас героин. Вот смотри, у нас очень много героина, точнее. За чушь. Он мог ничего не сказать. Хотя бы его, может, и били там, я не знаю. Но героин и вход в хранилище, по-моему, это немножко разные вещи. Идите здесь все вверх дном. Кстати, в версии Куратора тебе дают поиграть за военных, этих арабских, иракских военных. И дадут вот этот вертолет сбить. Бля, я ранен. Пидорасы! -1. Черт, черт! Землю, живо! Они на гребне! Открыть огонь! Давай! Я их не вижу. Где-то тут. Кажется, попал. Чуть концы не отдали. Вот это адреналин! Рэйчел! Где ты? Рэйчел! Эй, назад! Одному! В атаку! Одному! А где же их эти хваленые, как их дымовые шашки, эти, которые вначале он там в руках крутил? Могли бы шашечку кинуть, другую, третью. Их бы тогда и видно не было. Сдохни! Сдохни! И сдохни! Ублюдки крепко засели! Они идут! Надо забрать Джоуи! Да, тебя туда же! Одного, кажется, подстрелил. Фосфором! Нельзя швырять фосфором по людям! Ой, да ладно! А что нам за руки взяться и вокруг костра хороводы водить? Заткнись хоть на секунду и дай подумать! О чем тут думать? Нас перебьют! Могу я кинуть фосфор? Одобрение. Сожги их! Вот и все. А никаких длинных перестрелок. Тащите Джоуи! А это тоже фосфором шмальнул, да? Как он его прикольно схватил-то, а? Похоже, мне хана, Ник. Пиздишь. Тебя зацепило, но ты будешь жить. А куда попали-то? Тише. Пустяки, живот. Держись. Плохая рана. Пиздишь. Да. Это который через противогаз крест целовал. На его смерти было не повлиять, наверное. Скорее всего, нет. Он не основной. Всем позывным, это регбист. Врубаем связь. Кто-нибудь доложите обстановку. Прием.
Регбист, это Killjoy 2, мы под обстрелом и падаем. Цели уже в зоне посадки. Ну и дерьмо. Вот тебе и вход в хранилище, да, повелился. Ложись на землю, или я продырявлю твою тупую башку. Давай не будем стрелять. Он же пастух, у него нет оружия. Пусть бежит. Тем более с таким косолапием он, наверное, его свои скорее подстрелят. Бля, тут хоть кто-то меня понимает? Курс изменян. Салим видел, как Джейсон пощадил пастуха. Это, кстати, отлично. Это отлично. Не промахнись. Он бы мог выстрелить запросто. Хватит смертей. Да, действительно. Какого хера? Рэйчел! Рэйчел! Твою мать! Прям в рот все попадали. Того рот. Все, да. Такая дырка показалась огромная, что как будто полдеревни вот туда улетело, а тут всего там во дворе отверстие небольшое. И все попадали. Прям все туда. Там в одном месте оказались. На 10 квадратных метрах. Ник песчаные пещеры. 1902 часов. Блять. Мервин! Джейсон! Не знаю, поэкономил бы Пайра. Он только сюда упал. Тут света, в принципе, было достаточно. Плюс у него головной фонарик есть. На оружии есть фонарик. А он берет еще и фаер кидает. Которых, скорее всего, не так уж и много. Вот так, да, фонарь у нас включается, выключается. То есть он просто поднимает и опускает оружие. Джейсон? Я близко. Я сейчас. Так, на шутер похоже. Оп, ножечка чья-то. Нахуй. Шутите? Вот еще дыра. В принципе, если один другого бы подсадил, так вот, чик-чик, я думаю, можно было бы выбраться. Хотя бы попробовать это сделать. Не обязательно углубляться в пещеру. Что за... Прям спойлер на первых кадрах. Это считается, в принципе, самой нестрашной игрой за все время. Ну, за весь первый сезон. Блять, где мы? Ну, по мне, так и четвертая часть еще меньше ужаса наводит.
Ты там, Ник? Здрасте. Ну ни хрена себе. Святая Божья Матерь, куда мы попали? Нужно подняться наверх, быстро найти остальных и вызвать подмогу. Никакого оружия тут нет, зато иракцев как собак нерезанных. Ник? Сержант Кей, возьми себя в руки. Не зевать. Так, заверение, я в порядке, напряженность, я что-то видел. И то подойдет. Давай заверение, в порядке. Ничего. Просто не ожидал внезапно под землю провалиться. Да уж. Это ни на что не повлияло. Ты когда-нибудь видел такое? Куда мы попали? Хз. Я историю прогуливал. Мне вот туда надо, но давай сначала мы... Так. Тут два хода есть. Вот давай сначала здесь осмотрим. Не чувствуешь? Что, Ник? Что именно? Бля, это сюжетный проход, да? Не, закрыто. Она тяжелее, чем кажется. Помоги. Нет, это сюжетный, Мне нужна походу. помощь. Качалку пропускал? Это Мервин! Я только что пропустил пару предметов, короче говоря, ну ладно. Блять, я пытаюсь! Да перестань ты извиваться! Все плохо. Он истекает кровью, надо спустить его. Держись, мы рядом. Ник, подойди. Режь ее! А его подержать-то не надо, но вот. Дело плохо. То есть, ну, блин, один режет, вот двое держат, но он же упадет. Просто, а что, если он там, не знаю, повредит себе что-нибудь? Ну, ударится же сильно, зачем? Держали бы. Дец. Я вас, блядь, слышу! Ты справишься. Терпи. В рюкзаке Морфий. Достань. Мы тебя накачаем, ладно? Вот сейчас можно Мервина потерять. Давайте скорей! Мы сейчас. Смотри в оба. Что я и сделал, кстати, в первом прохождении. Бля, кто собирал этот рюкзак? Что это, блядь, было? Утащили ее. Клариса? Двигай, живо! Что с ним? Бегом! Что там, блядь, такое? Не знаю и выяснять не хочу. Валим! С него крови просто как со свиньи. Черт! Что делать? Он истекает кровью. Блять! Что там? Тебе прямо сказать или помягче? Говори как есть. Врать не буду. На вид хреново. Из-за него... Но прям какую-то рваную рану не показывают. И показывают просто его амуницию, ну, как бы вот этот жилет или что там на нем одето, одежда. Просто она вся в крови забрызгана, как бы. Но никаких рваных таких вещей нет. Что? Как вот через одежду определенно, насколько его рана тяжела? Спекутся сюда. Он не уймется. Вкали ему Морфий. Заткнись уже. Прекрати орать. Не держим. Да-да-да. Игра разводит. Нельзя ему держать рот. Потому что я первый раз, когда проходил, я держал ему рот, и он задохнулся. Нам конец. Я сказал, держи себя в руках. Они нас убьют.
Ты его убьешь! Вот именно что. Тебе сразу же игра дает подсказку, то что ты его убьешь. Это ключевая фраза. Все, Морфий подействовал. И он вот выключился. Хочу попробовать этого Марвина спасти. Салим, песчаные пещеры, глубина 55 футов. Показывали, кстати, одну дырку, а все приземлились в нескольких, в разных. Лейтенант Салим Отман, все подразделения, сообщите свое расположение, прием. Где ты? Эта хреновина работает? Капитан Дар? Это ты, я тебя не слышу, повтори сообщение, прием. Капитан. Шайтан. Шайтан, капитан. А этого фонарика нету. Дар, если слышишь... Я не знаю, в какой-то пещере, пытаюсь найти выход. Прием. Проклятие. А у него с собой чё он не нашел-то? А что ты искал в кобуре? У меня ведь были планы на сегодня. Принять ванну, послушать радио. Отметить день рождения сына. Но нет, надо было тебе заявиться. Американцы близко, ты сказал. Ну и где мы теперь? Что это за место вообще? Эй, есть кто-нибудь? О, фонарь появился. А откуда у него фонарь? Подожди, не хотелось бы по сюжетному проходу идти. Хотелось бы секретиков каких-нибудь поискать. Это я уже в самом начале кое-что не взял. Единственный пока проход. Вот откуда у него фонарь? У него же не было только что в катсцене этого фонаря. Это военные туннели? Не. Что, похоже, что ли, на военные туннели? Тут кто-нибудь еще есть? Ответьте. Ну, он молодец, хотя бы не кричит. Типа, алло, помогите. Help me, help me. Нет, такого. Аккуратно. Есть тут кто-нибудь? Так, этот солдат. Солдат американской. Таких не знаю. Что за ужас ты увидел, друг мой? Слушай, как он к врагам, по которым только что стрелял, как он уважительно относится. А здесь кого-то тащили. Еще виденица. Так. Кого-то хватает за ногу. По этим, как его, по ботинкам, естественно, не определишь. Они у всех, в принципе, одинаковые. Но, по-моему, может, это у Салима башмаки были? Проклятие, моя винтовка.
Отыщите союзников, обыщите руины, идите по кровавому следу. Блин, ну я не знаю, зачем они пытаются все... О, зажигалка тут точно поможет. Зачем они пытаются... Меня кто-нибудь слышит? Прием. Зачем они пытаются все спуститься ниже, когда можно, в принципе, выход для начала хорошенько обыскать где-то рядом, пока с поверхностью, не спускаясь. Надеюсь, меня тут не завалит. Вот именно. Кто здесь? Ни хрена себе он кинул. Подожди, он кидал только что под ноги. А сейчас он взял, бросил, а она просто... Сколько тут метров-то, интересно? 20, 50. Так. Ну, готовимся к этому. Готовимся к кримеру. Обязательно будет. Уж больно тут темно. Алло. Эй. Вот тебе и эй. Я не знаю, вот эту штуку можно ли поднять и нести перед собой? Я думаю, можно, это ж фаер. Типа сигнальный огонь, да его можно, я думаю, вполне аккуратно пальцами держать, и ничего тебе не будет. Почему он его не возьмет? С зажигалкой-то вообще ничего не видно. Тут кто-то стенки очень усердно шкряб. Кто здесь? Почему часто люди в фильмах спрашивают, кто здесь? Но они же знают, то, что никто им не ответит. Закрыть. Смелость. Я не знаю, сколько я себе... Я не знаю, сколько я себе закрытой дверью времени выиграл, но, по-моему, разницы никакой. Наверное, то, что я дверь закрыл, отсюда нужно было стрелять. А так бы он просто бежал, и вот конкретно нужно было бы уже прыгать. Наверное, так. А где пистолет у него? Что ты за тварь? Чего тебе нужно от меня? Повезло, повезло. Я не знаю, я бы на месте разработчиков, но не так прям сразу же показывал главных врагов вообще. Ну, монстров и так далее. Ну, как-то они поторопились. Я бы немножко помурыжил зрителя, вот, типа, какими-то там шумами, скримерами, там еще что-то такое. А потом бы уже выкладывал, так сказать, всю подноготную. А тут чуть ли... Ну, после основного экшена... Через 10 минут, наверное, через 5 показывается тебе уже сразу же все. Так он обратно прибежал в этот же зал.
Где вот ступеньки, где он автомат уронил. Эрик, песчаные пещеры, глубина 62 фута. По-моему, они все... По-моему, они все упали на разную глубину чуть-чуть. Типа с разницей где-то примерно 10 метров. Головы. Все это рухнет нам на голову. Обеспокоенность, ты в порядке, нетерпение, где морпехи? Обеспокоенность. Ты как там? Цела? Жена превыше всего. В порядке. Видел сержанта Кея? Колчика? Я видел их вместе. Пыталась. Что-то вызывает помехи. Это может быть выход. Не знаю. Заверение, я тебя защищу. Бесстрастность, это единственный вариант. Заверение, давай, допустим. Я о тебе позабочусь. Только держись рядом. Я сама о себе позабочусь. Похоже, Ой, да не выпендривай. Серьезно? Он говорит, я о тебе позабочусь, и это не нравится женщине. Это странно очень. Карабины, трос, оттяжки, свет. Черт. Ладно, Ну что, готово. вперед. Да, будь она хоть трижды тут суперпрофессиональным этим спецагентом ЦРУ, или как она там представилась, не суть. Помощь, по-моему, в этом плане в любом случае понадобится. Но пока не видят дневной свет, ну, мать его, у тебя он веревка за спиной, ну, пробуйте зацепиться, как-то кошку сделать. Чё бы нет-то. Крючок какой-нибудь придумать, изобрести. Я думаю, у них наверняка что-то в обмундировании подобное можно придумать. Тем более они взяли с собой, да, они взяли с собой веревки. Зачем, непонятно. Ну ладно, они взяли с собой веревки. Причем, если бы взяли, наверное, было бы распоряжение, взяли бы веревки все. Но веревки оказались только у этих ребят. Это странно. Ладно. Но если они взяли с собой веревки, то я думаю, какое-то подобие кошки должно быть. Что-то, ну, альпинистское какое-нибудь снаряжение. Глубокая расщелина. Есть трос. Видишь? Там дует. Даже дует. С каких пор ты куришь? В смысле? Зажигалка. Да нет. На базе взяла на всякий. Готово? А ты? Так. А конец веревки-то за что цепляться будет? То есть ее уже нужно наверху зафиксировать, чтобы спускаться вниз. То бросить-то они бросили, а нужно ее сверху на что-то прибить, закрепить и так далее. Ладно. Как-то не похоже это на хранилище оружия. Ну да. Раздражение. А ты бы только обрадовалась. Замешательство. Тогда почему на нас напали? Давай попробуем Если замешательство. тут ничего нет, то почему на нас напали? Идет война. На людей нападают. Ладно, это было в принципе нейтрально. Влияло это на отношения. Почему эти тоже спускаются все время ниже? Они выбраться должны. Проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Блин, ну чем тебе не шутер, а? Ну, в трейлере, когда трейлеры только-только этой игры появились, разработчики сразу же предупреждали то, что у нас будет типа некоторая шутерная составляющая, ну, больше упор будет на эту шутерную составляющую. Напоминает о прошлом, да? Ты про чувство потерянности?
Так, ну если она там стоит, давай по логике вещей быстренько сходим сюда. Если это получится. Да, тут тупик, и тут как раз одно видение спрятано. Женщина, ну вот это Рэйчел, летит вниз с отрезанной, обрубленной веревкой. Но на сталагмит приземляется неизвестно кто. Вот поэтому тут в этом плане, вот именно в их сюжетке Рэйчела и Эрика. Рэйчел и Эрика, вот развод разработчиков, то, что как раз ты видел видение практически в самом начале, но не знаешь, кто упадет. Я не знаю, что тут я должен найти. Ощущение, то, что кто-то в разных интерпретациях нарисовал кровать и стол какой-то письменный. Только по-разному. Старая. Да ладно. Что? Она древняя. Это ведь клинопись. Шумерская? Что это за место? Ты разбираешься в истории. Я не знал. Не так хорошо ты меня знаешь. Подожди, они в начале игры говорили то, что Рэйчел лучше всех знает эту территорию. Если она знает эту территорию, значит она знает примерную хотя бы историю этого места. И она спрашивает, это древнее, там, да, туда-сюда, шумерское. Она знает то, что это шумерское, но потом спрашивает, что это за место. Она видит шумерскую клинопись, и потом спрашивает, где мы находимся. Это не совсем логичные умозаключение, типа. Ну, она же очевидно понимает то, что она в каком-то замке шумеров. Ну, замком не назвать, наверное, да? Бля, вот у них прикол, все ниже и ниже спускаться. У них сверху сыпется, а они ниже идут. Я бы по тоннелям походил на этом уровне и поискал бы завалы так, чтобы можно по этим завалам на поверхность выйти. Вниз-то зачем? Тут вот надо будет аккуратно сейчас отыграть. Пол вроде прочный. Да, похоже. А чё она-то вперед? Вот-вот. Мужик бы мог сам пойти первым. Потому что он-то ее удержит. Если что, в случае падения он-то ее удержит, а она его нет. Отыщите союзников, держитесь рядом с Рэйчел, обыщите руины. Неплохо справляешься со стрессом. Научился этому, когда ты ушла. Какие-то руины вообще просто бездонные. Может быть, надо на нужном месте прям задержаться, чтобы этот секрет появился. О, часы. Наручные часы. Зачем они?
Солнечные наручные часы. Как думаешь, где мы? Не знаю. Религиозные фигурки. Я думаю, это храм. Секрет найден. Пазузу. Древний идол, изображающий шумерского бога-демона Пазузу. Образ мифического бога-демона Пазузу мог восходить к этим существам. Кто-кто? Пазузу. Ужасы не смотришь? Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как ты связан с чумой. Чума и демоны, да? Класс. Странный вопрос. Ужасы не смотришь? Я вот смотрю как бы ужасы, но... Аккуратно. Этого не хватало. Но название демона Пазузу слышу впервые. Угу, она туда хочет, да? Ну давай сначала вот эту ямку-то посмотрим. Такое ощущение, что храм реально вот бесконечный просто. Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Выстрелы. Откуда звук? Фаер кто-нибудь кинет, нет? Туда, в яму. Хотя бы глубину посмотреть. Хотя у них веревок-то нет уже. Что-нибудь видно? Там глубоко. Не опасно? Выбора нет. И веревок тоже нет. Спускаемся. Куда они веревки дели? Рэйчел, храм. 19-14 часов. Глубина 400 футов, по-моему. Так. И веревочки нашлись. И как удобненько. Вот они опять сейчас их отстегнут и уйдут от этих веревок. А если они еще пригодятся? Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Сочувствие, мне жаль, Эрик. Недовольство, как ты мог настолько ошибиться. Сочувствие. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Не вини себя. Я ошибся. Нужно было все проверить. Исключить случайности. Но я был так уверен. Знаю, как для тебя это важно. Мне так жаль. Решительность. Давай сначала выберемся отсюда. И нежность. Мы оба наделали ошибок. На нежность. Давай. Мы оба ошибались. Все сыпется. Стрельба. Монстры. Самое время поговорить спокойно по душам. Как они все ошибались. Что это? Почва просела. После толчков. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Опять же, я не знаю, сколько. Надо как-нибудь загуглить. Уже вторая игра подряд попадается, ну, вот от черных картинок, там, где солярка работает, даже если стоит в канистре 50 лет. Странно. Как так-то?
Я точно не знаю, какой период там полураспада с этого дизельного топлива, но, по-моему, оно не будет 50 лет актуальным. Мне так кажется. Ты цел? Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Так, ничего. Да, она стоит и про Ника переживает. Нет, подожди, давай вот по часовой пойдем. Тут, я думаю, много интересного. Взрывчатка. Гора фейерверков. Ну да. Фейерверки-то тут на славу. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Я Взгляни тут... на это. Ну что? Ну, дверь разломана. Нет, она могла вполне повредиться от камнепада, блин, Кинг, я не всем знаю. позывным. Меня слышно? Прием. Хотя такие дырки, но тут очевидно работал пулемет. Вот это вот такой. Да-да-да. Я шаг могу ускорить, не выключая фонарь? Надеюсь, мы его запустим. Чик. Они вели каталог находок. Где-то. Табличка с клинописью с регистрационным номером для каталога 20... А29. Чик. Кстати, а сколько предметов не найдено? Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 предметов. Наверное, нужно сыграть на все концовки, чтобы найти все предметы. Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так. Да, слишком много взрывчатки, еще и пулемет, стреляли по двери. Кто-то в храме очень сильно оборонялся. Так. Угу. Ну-ка, я хочу проверить, насколько она быстро ходит. Вот так. Разницы никакой. Что с фонарем, что без, ускорения ходьбы не работает в этой части. Они просто чуть-чуть быстрее стали ходить. Эрик, помоги мне с канистрами. Еще и открытая, кстати, канистра. 50 лет простояла, мать твою. Я, конечно, понимаю, то, что там не было прямых солнечных лучей, не было свежего воздуха и так далее. Это был закрытый храм под толщей этого поверхности, но, мать его, 50 лет солярка разве должна работать адекватно? Она должна скорее выдохнуться просто. Потерять свое октановое значение. Дематериализоваться на крайний случай. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Да, вот они почему разошлись. И год не виделись, потому что они попали, видимо, в аварию, и он потерял ногу. Посвети на бак. Зажигалкой. Водичку могли бы и получше сделать. Что дырочка. Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Ну да, сейчас хозяин клея придет. Подожди, тут же... Вот я сейчас пулемет посмотрю. Эрик, посмотри-ка.
Ну-ка, Откуда посмотри-ка. здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? То есть у них нету вопроса, откуда здесь солярка, откуда здесь эти, как его, шатры, разные эти, но зато есть вопрос пулемет. Да, по-моему, если Вторая мировая война происходит, то пулемет, наверное, это первый атрибут, ну или второй, после кисточки, этот атрибут археолога, я не знаю. Патроны. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Не знаю, я прекрасно все вижу. Суетологи. Так. Все бы хотелось осмотреть, но здесь почему-то блестяшки уже не горят. Давай. Оп. Что с ними случилось? Экспедиция Ходжсона. Октябрь 46. Что у тебя? Фотография археологов. Она 46-го года. Не знаю, как я мог так ошибиться. Дневник Рэндольфа Ходжсона. 24 сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашемитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поискам которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Кстати, первая игра, в которой встречаются видеодневники, видеозаписки. Все бы так серьезно. Иногда читаешь, но в принципе информация бесполезна. Так. Та-та-та-та-тан. Тут вроде бы и все. Окей. Кажется, по факту надо идти на ступеньки, но давай мы еще чуть-чуть записулечки почитаем, тут все такое. Все как мы любим. Проклятие Аккада. Ален Журно. Ученые считают проклятие Аккада выдумкой, поучительной историей, призванной заставить шумеров стойко переносить голод, превратности судьбы и капризы богов. Однако обнаружение этого великого храма дает повод полагать, что в легенде о проклятии есть доля правды. Согласно сказаниям, бог Энлиль обращается против царя Аккада Нарам-Сина. Поначалу царь кается и молит богов дать ему знак. Но спустя 7 лет божественного молчания решает привлечь их к ответу. Он собирает армию и выдвигается в город Ниппур, чтобы разграбить храм Энлиля. Богохульство это настолько велико, что Энлиль, владыка ветер, призывает богов на борьбу с Нарам-Сином, отправляет гутиев сравнять Аккад с землей, сжечь его сельскохозяйственные угодья и обречь людей на голод. Храм должен... В этих записях говорится о том, что аккадский царь Нарам-Син построил храм, чтобы снять проклятие со своей земли. Но это я собирал, наверное. Пред богов. Подожди. Ладно, я, наверное, потом этим займусь. Надо бы все секреты... Такую громадину должны были найти давным-давно. Все секреты пролистать, чтобы, интересно, я смогу ли найти все.
Лента. Ну, это будет чем трубу заклеить, хотя... Я нашла скотч. Попробуем запустить генератор. Подожди тогда с генератором. Давай попробуем подняться. Если я не ошибаюсь, вот в этой комнатушке тоже какая-то небольшая секретка-то была. А, нет. А, все, назад. Она тут ничего не сделает. Ой, как ступеньки-то, ой, как ноги проваливаются. В первой части «Кошмар на улице Вязов» в конце фильма ступеньки там делали. По сюжету женщина должна, ну, главная героиня бежит по ступенькам и проваливается в ступеньки. Она видит кошмар. И вот я смотрел, как снимали этот момент. Они брали и ступеньки делали из манной каши. Я не знаю, можем ли мы тут подняться. Блин, да хотелось бы. Давай попробуем секретки поискать. По крайней мере, один проход я вижу. О, здесь ступеньки ей нормально даются. Ноги не пролетают. Да. Я не знаю. Не хотелось бы сюжетно уходить. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Ладно, пойдем генератор запускать. Не знаю. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Хотелось бы, конечно, и все смотреть, но и сюжетно не хотелось бы уходить без каких-то важно сделанных деталей. Тут есть удобные точки для обороны, но в целом продумано так себе. Может, делали наспех? Мы не знаем, в каких условиях. Тут же какой-нибудь найденные ножницы, нож, там еще что-то может очень сильно на сюжет повлиять. А если я генератор не запущу? Судя по этому письму, рабочих, которые вели раскопки в этом месте, напугали слухи о демонах в этой местности. Хорошо. Давай вот на каждый найденный секрет мы его просто будем осматривать вот так вот. Все, больше пока не буду на это тратить время. Я понимаю их. Да. Все, 14 октября 1946. Рэндольф. Я надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Наш путь к месту раскопок затянулся. Мы оставили часть тяжелого оборудования в Саране, поскольку Пульман смог нанять лишь половину от необходимого числа людей и мулов. Рабочие отказались идти в горы. Они суеверны и боятся, что их телами завладеют демоны. Они даже отказались от дополнительной оплаты в 2 динара каждому. Мы оставили с проводником второй генератор и запасное радио. До вас должны добраться 18-го. Искренне твоя, Алин Журно. Окей. Так, еще не все. Вот тут какая-то блестяшка. Ну, я не знаю. Как секрет оно не отображается. Все, пошли к генератору. Скотч у меня есть. Выход, если что, у нас вон там. По-моему, это все, кстати, обязательно нужно сделать. Мы запускаем же генератор, чтобы зажечь прожектора. Прожектора увидим не мы. Прожектора увидят другие люди, которые тоже тут будут в этом зале. Готово? Готово. Интересно, а у генератора разве эти трубы топливные не нагреваются? Скотч там может и расплавиться. Можем поговорить.
Не знаю. Смотря о чем. На базе ты обещала, что мы скоро поговорим. Ну, сейчас самое время. Сейчас мы с тобой одни. Сопротивление сейчас не время. Кокетство — худшее свидание в моей истории. Кокетство. Ужасное свидание. Топим за позитив. Вот у нас почти все позитивное, только один раз ей что-то не понравилось. С ником автоматом отношения падают. Понятно. У нас в какую-то дыру. Да, как так вышло? Отзывы хорошие. Как так вышло? Стой, погоди-ка. Я заклеила течь. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Откуда она знает? Она только по одному виду свечи определяет, как они работоспособны или нет. Чисто вот, блин, мне в ее профессиональные навыки, серьезно. Только посмотрела на свечку, сразу же все не работает. Откуда такая уверенность? Ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Еще поплачьте. Рэйчел, мы позволили друг другу отдохнуть, и этот разрыв... Смотри, как он помог нашим карьерам. Ты теперь старший офицер ЦРУ, я... Целус может изменить всю эту войну. Да, если начнет работать. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Так, уважение, твоя работа важнее наших отношений, цинизм, звучит как отмазка. Уважение. Твоя работа важнее, чем мы. Не думаю, что мы могли предугадать ее влияние. Я думаю, то, что если бы она, Рэйчел, все-таки продолжать сюжетную линию, где она ближе с Ником, чем с Эриком, со своим бывшим мужем, то отношения, по-моему, с Ником сложнее выстроить, потому что они тупо куча сцен с Эриком наедине, они разговаривают и так далее. Я думаю, так. В общем, с Ником тяжелее получается продолжать отношения, чем с Эриком восстанавливать. Я думаю. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Оптимизм. Есть еще надежда. Сдержанность. Это в прошлом. Оптимизм. Давай. Отношения. Вот, все. Тут прям все зелененькое, пусть горит. О, почти на максималке. Может, еще есть надежда? Конечно, есть. Должно сработать. Запускай. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Я не знаю, зачем такая была острая необходимость срочно освещение зажигать в этом помещении. Зачем так? Ну, будут фонари гореть. Ну и что? У них что, своих фонарей нет? Так, давай.
Сейчас нужно попробовать Марвина спасти. Мне все-таки интересно, как это происходит. Так. Стреляли. Дальше. Еще несем. Давай перелезем. Не с ним. Лучше в обход. Напрямую. Иди, мы пойдем за тобой. Потому что вроде если ты бежишь в обход, то там все сложнее, во-первых, и во-вторых, там какая-то опасная вроде штука, если я не ошибаюсь. А где Марвин-то, я уже думал. Пока вообще все живые. Рэйчел, храм, 1924 часа. Часов. Не знаю, может быть попробовать изучить магнитофон. Вот. Точно, его же показывали прям, очевидно. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Работает. Пленка спуталась. Думаю, это поправимо. Ты все-таки еще носишь кольцо. А твоего я не вижу. И генераторы она скотчем чинит, и пленку клеит просто взглядом. Рядом с сердцем. Романтика. Ты всегда был хорошим парнем. Печаль. Романтика. Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Нежность. Нам было хорошо вместе. Мрачность. Я встретила кое-кого. Нежность. Нам было очень хорошо. А то обидится еще. Оп. А морду в сторону повернула. Я знал. Чего ты хочешь от меня? Курс изменен. Правду. В смысле? Я хорошо знаю. Эрик догадался, что у Рэйчел появился другой. Алло, я вообще не тот вариант выбирал. Как он догадался? Ну ладно. Все равно, я думаю, в течение прохождения мы все равно этот момент улучшим. Хоть он сейчас немножко откинулся назад. Ты соврала про зажигалку, и не потому, что начала курить. Эрик, Скажи прошу. правду. Держал дело. Признай. У тебя есть другой, да? Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию.
Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй, О, это кто? черт. А как он себе руки не обрезает? Он просто держался за веревку, ему все равно. Он слезает, держась. Ну, как терминатор, держится за одной рукой за веревку. Она ему ни руки не обжигает, ничего, все в порядке. Удивительный мужчина. Угу. Значит, в тот проход надо было все-таки сходить, который возле трона царского. Там что-то было. Ладно. Я убил их. Что за херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит? Прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием! Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно? А ты первую часть Алана Вейка что, не проходил? Игра старенькая. 6-й, 9-й год, что ли. Блядь! Пустите! Оставьте меня! Потащим его. Первую нет? Я не знаю, по-моему, они между собой мало связаны, наверное. Ну, скачай да пройди. Покупать-то точно не стоит. У тебя, наверное, геймпас, да, если есть, то тем более. Да скачай, чего нет. Ну, она такая. Прям от нее что-то люто крутого не жди. Почему так? Я наоборот это делаю. Я сначала прохожу первые части, чтобы было понятно, что во второй. Единственное, наверное, только касается Red Dead Redemption. Я сначала прошел вторую, а потом первую, потому что хронологический порядок таков. Геймпаса нет? Ну так скачай, что. Игра старая, и ремастерит тоже давненько вышел, так что все в доступе. В зеленом магазине есть. Оставьте меня! Ну! Я их убью! Блядь, Мёрвин! Это не иракцы! Да похуй кто! Они мои! Живо! Оставим его. Приказ я своих не бросаю. Блин, я не знаю, что тут делать. Давай, наверное, не будем его бросать. Самый смак проходить последующие части, потом первую. Чувствуется драйв, хаос. Серьезно? Хаос в играх? Хаос в играх это когда ты, по-моему, блядь, ничего не понимаешь, что происходит. Это и есть хаос. Кстати, как раз да, и от этого вторую часть ты можешь не понять весь сюжет. Потому что, как правило, если сюжетное повествование у тебя идет сначала с первой части, а не со второй. Так что логичнее всегда, чтобы понять сюжет, надо проходить первую часть. Зачин. Зерно, так сказать, понять, а потом уже вторую. Да, экшена будет больше, но это, по-моему, единственный плюс пройти вторую сначала. Не знаю. Всегда по порядку проходится, чтобы понять, в чем замес.
Так, мы сейчас, в общем, Марвина, наверное, все-таки берем с собой, своих не бросаем, тащим его еще дальше. Я не брошу товарища. Ни за что. Надеюсь. Так, ладно, хорошо, пока тащим. Пока живые. Но, возможно, это было опрометчиво. Эрик, расселено. 1931 часов. Тут все всегда через жопу. Да, это все-таки, мне кажется, трудности перевода. 19:31 просто, а не время, как-то странно написали. Главное, маты озвучили даже, озвучили маты и прописали субтитров, а упустили такую деталь, как время указывать. Пишут даже без двоеточия и часов. Dying Light 1 я играл, но полностью так и не прошел. Я прошел, но она нудноватая мне показалась. Поднадоедает. Ну да, потому что ты драконишь одно и то же оружие и долбишь одних и тех же мобов. Что Dying Light, что этот, как его, Dead Island. Я даже Dead Island, вот этот Repeatite, по-моему, дополнение даже не включал никогда, потому что, ну блин, она задолбала меня что-то. Одни и те же задания выполняют, все одно и то же. Ну, в принципе, а что ты хотел от открытого мира? В открытом мире ты всегда делаешь одно и то же. Да я тебе даже скажу то, что в принципе сейчас в играх ты всегда делаешь одно и то же. В шутерах ты стреляешь, в ужасах ты ссышься, боишься, на что-то собираешь и решаешь головоломки. В сурваках и выживаешь и гриндишь всякую хрень. Так что ты выбираешь жанр, а потом примерно выбираешь, чем тебе заниматься в ближайшие там от 5 до 500 часов. В принципе, ты всегда делаешь одно и то же. Также и со второй частью, но мир в игре очень большой, многообразный. Но я тебе говорю то, что вообще всегда логично проходить первые части, а потом уже все остальное. Вторые, там, третьи части. Вот я, допустим, тебе включил бы сюжетно третью часть Dead Space. Ну или вторую. И ты бы не понял вообще, про что она. Какие-то, ну, я не знаю, допустим. Ладно, хорошо, GTA, допустим. Все GTA, если уж так брать, открытый мир. Все GTA между собой не взаимосвязаны. Но, допустим, Horizon Zero Dawn, Forbidden West. Ты не поймешь вторую часть про что. Этот, как его, Бэтмен, к примеру, просто. Если первая часть мало отличается, чем, ну, как бы, взаимосвязь первой и второй части Бэтмена, к примеру. То есть Arkham Asylum от Arkham City. Мало взаимосвязанный сюжетом. Но вторая и третья часть прямая связь. Так что ты не прав, я считаю. Всегда нужно проходить первую часть. Если тебя интересует сюжет. Если тебя сюжет не интересует, тогда можно и хоть с 50-й части начинать. Так, давай, что там? Всерьез, она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. А сразу что, в него не выстрелить? Или она просто знает, что не попадет? Кстати, вот здесь, по-моему, персонажа можно потерять уже. Где-то рядышком. И давненько сторителлера не было. Рэйчел! Держу тебя. Держу. Вот это видение было.
дергаться! Вот тут разработчики конкретно тебя разводят как игрока, потому что ты хочешь все-таки героически спасти свою женщину, там, бывшую жену и так далее. Неважно, какие у нее бы были отношения между собой, но веревку надо резать, потому что в видениях падает вот этот чел, а не его баба. Вот любят разработчики такие дела, вот прям разводить тебя, чтобы ты проиграл и захотел еще раз пройти, спасти всех. Ну же, черт! Хотя по логике же вещей, ну действительно, женщина должна была просто от удара просто погибнуть. Но нет. Мужик падает на сталагмит. Прости, Рэйчел. Прости. Да, режем. Чик. Ничего страшного, она простит. Курс изменен. Эрик догадался, что у Рэйчел появился другой, это понятно. Эрик обрезал веревку Рэйчел, чтобы спасти свою жизнь. Да, иначе он прямо здесь и подыхает, если он не режет веревку. Так что лучше потом с ней иметь шанс помириться, чем не иметь его больше никогда. Сейчас, по идее, Storyteller должен нарисоваться уже, да? Пора бы, давненько не виделись. Вот, да. Он всегда после первой потенциальной смерти появляется. В кошмаре оказались эти заблудшие души. Бедная Рэйчел, она сгинула во мраке. Узы, которые казались нерушимыми, ныне разрезаны. Сердце всегда сдается первым. Да, случайные жертвы сопутствуют любому расставанию. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат. Я вот еще подумал, то что вот этот раненый Марвин, которого мы таскаем с основными персонажами, я же его не бросил. Я вот думаю, как бы он потом не запорол мне персонажа, потому что я его не бросил. Не знаю. Да вот тут надо чисто грань знать. Но я ее не знаю. Ладно. Как пойдет, так пойдет. Что делать? Неволи? Быть может. В первом прохождении я этого Марвина кровавленного не спасал. Он просто у меня даже задохнулся. Я его рукой рот задавил и все. Я думал, то, что это ни на что не повлияет, на это повлияло. Но Марвин второстепенный. Судьба ждет наших выживших. В плену у бездны. В ловушке под землей. Один за другим их огни будут гаснуть, если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Ну, опять бесполезная очередная подсказка. На, держи. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долг путь безмерно тяжек от преисподней к свету. Это все. Пока что. Он, наверное, этими словами хотел сказать то, что самый длинный путь более безопасный. Я думаю так.
Ну, наверное, да. Такое ощущение, что я, по-моему, начинаю немножко понимать подсказки Storyteller, но они же никогда мне не помогали вообще. Ну, допустим. Джейсон, расселена. Я виноват. Прости меня. За все. Боже мой. Подожди, тут же Эрик страдает на обрыве. Причем тут Джейсон? Рейдж. А, понятно. Зря тащите. Я бы их всех убил. Я не сомневаюсь. Но пока ты с нами. Ну, да, хорошо. А, вот они где встретились. Эй, полковник! Что с Рэйчел? Нас атаковал противник. Он открыл огонь. И... Рейдж. Она упала. Он не стал говорить то, что это он. Я держал. Изо всех сил, клянусь. Он не стал говорить, что он обрезал веревку. А, сказал все-таки. Я обрезал веревку. Рэйчел! Они нас найдут. Скоро. Надо идти. Сэр, мы как на ладони. Надо отступать. Ну, туда. Идем. Охренеть. Надо же, как долго Марвин с нами таскается. Тише. У меня он помер в первые 3 минуты, я не знаю. Полковник, иракцы сейчас меньше из наших проблем. Их не видно. Главный ястреб 2-1. Всем позывным. Как слышно? Прием. Джоуи, ответь, прием. Джоуи мертв. Ты что, блядь, несешь? Иракцы его подстрелили. Он умер у меня на руках. А я понял, что за Джоуи-то, точно. Да-да-да, да, он умер. Только не Джоуи. Как мы будем выбираться? Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Лейтенант, в каком смысле иракцы меньше из наших проблем? Вы верите в Бога? Не на йоту. Так начните. На нас набросились. Не знаю кто. Вы мне все равно не поверите. Я сам себе не верю. Монстры. Монстры? Да ну, вам должно быть стыдно. Сэр, при всем уважении... Лейтенант, где-то здесь враждебный иракец, может, не один. Чтобы вам не привиделось, это чушь. Эти статуи. Ник! Хорош видами любоваться, шевелись давай! Но что это? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Это поправимо. Спутник. Я изучу данные и исправлю алгоритм. Первый блин всегда комом. Сдержанность, вас понял, сэр. Вас понял, сэр. Да-да-да, никакой паники, истерики и так далее. Что-то как-то вообще... Только с Ником чуть-чуть вообще отношения лучше, хотя это его кореш-брат. Но с остальными просто нейтраль вообще. Хотя выбора за него делали вроде несколько.
Идем дальше. Зато Марвину хорошо, он валяется обдолбанный. Вы с Мёрвином. Мы на разведку. Марвин или Мёрвин. Неважно. Почините генератор. Мы идем в то же помещение, где мы генератор чинили изолентой. Я правильно понимаю? Слушай, да. Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может, нам пиздец. Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Эрика ждут очень неприятные вопросы. Да, хреново ему придется. Слушай, ну и раз дают... Да. Давай посмотрим. Раз дают такую возможность, давай попробуем именно сейчас туда пройти, вот в тот проход, куда я в прошлый раз не пошел. Раз он такой весь сюжетный. Генератор по-любому накрылся, его не починить. Ну типа надо думать, машина простояла 50 лет, странно, что он вообще работать начал. Там, наверное, еще и соляра такая, на песок похоже. Так, ну проход не закрылся, не закрылся. Только света тут поубавилось. А, и тут и не прохода-то не было. А, нет, есть. Ну, тут одна или ни одной секретки. Это даже не секретки. Вообще ничего нету. А, тихо. Я чуть не упал. Смотри-ка, вообще такое помещение, туда-сюда так далеко идти, но ни одной блестяшки даже нету. Может быть, играя за Рэйчел, здесь можно что-то найти, но не за этих ребят. Возможно так. Ну, типа, тут, скорее всего, наверное, есть такое предположение, что блестяшки появляются, смотря за кого играешь, в какой момент времени. Возможно, так. Ладно, по факту. Мне нужна помощь. Генератор. Сейчас. Ну, искрит он хорошо. Саботаж? Ну да, прикрой меня. Да, если бы монстр долбанул бы когтями, то он не так бы деликатно действовал. А тут просто они вот конкретно перерезаны очень аккуратненько и рядом с друг с другом. Но вообще провода правильно резать, чтобы их не соединяли. Нужно обрезать с одной стороны и потом спустя еще вот так вот, чтобы нельзя было скрутить их. Тогда будет диверсия, а так это фигня все. Но искрит хорошо, так что он вряд ли его починит при всем желании. Не валяй дурака, скорее. Ну, чик и все. Я даже скрутки не заметил на этих проводах. Без изоленты, все в порядке. Не зевай. Регбист — это главный ястреб 2-1. Мы идем дальше. Прием. Принято. Осторожней там. Конец связи. Ну, смотри-ка. Куда они ведут? У них есть связь между собой, но нету связи с поверхностью. Да, логично. Все правильно. Сюда. Или неправильно? Нет, наверное, неправильно, потому что нету типа связи со спутником, с основным распределителем сигнала радиосвязи.
Ладно. Растяжечка. И свежая причем. Бля. Осторожно. Я задумался, чуть не просрал. Какой внимательный мужик. Вроде все просто. Че, подорвем? Не, просто режем триггер. Логично. Это тот, кто стрелял в Эрика. Урод на нас охотится. Регбист, это главный ястреб 2-1. Как слышно, прием? Регбист на связи. Как у вас дела, Колчик? Ваш друг оставил нам бомбу. Мы в норме, но вы тоже смотрите под ноги. Может, тут есть еще подарки? Прием. Понял. Я иду, конец связи. Он идет. Зря ты ему про мину сказал. Посмотреть, что там можно сразу же. Что это такое? Записулька древняя. 2 апреля 1946. Мы собрали команду. Первым в моем списке был неразборчиво Кроу. Бульдог, Самаха Бич. Мы нашли его в Каире, где он зарабатывал на жизнь боями в Левантийском питейном клубе. Кроу порекомендовал неразборчиво, а в Хайфе мы встретились с моей помощницей, неизменно любознательной Алина Журно. Она настояла на участии в экспедиции ее советника Элиса Ван Хейтена, археолога, о чьей карьере, наверное, что-то, ну ладно, неразборчиво. Команда готова, и мы отправляемся в Ливан, а оттуда поездом в неизвестно куда. 21 октября. Еще до Александра Македонского. Да-да. Очень древний храм. Так, пилюльки какие-то, хлеб, это хлеб, наверное. Прикинь, такой хлеб делать. А59, хорошо, секрет 1. Звездная карта. Глиняная табличка с изображением звездного скопления. На нее наклеен регистрационный номер для каталога. Ну, без понятия, где тут что. Это еще, по-моему, не все. Рано. Я бы еще хотел осмотреться здесь. Может, он нас там поджидает? Не дадут. Не дадут осмотреться, вперед пойдем. Он жив. Джоуи. Ты сам слышишь? Херня. Это точно он. Это место играет с нами. Говорю же, я видел, как он умер. Прости, братан, но ты сам не свой. Мало ли что. Это ловушка. Это не факт. И мы своих не бросаем. Semper Fi. Вот, если бы я Марвина, вот этого истекающего кровью, бросил, тогда Semper Fi не работает, и мне бы за это предъявили. Ну, его бы убили просто, да и все. Semper Fi. Да. Эй, что тут произошло? В туннеле кричал Джоуи. Кто-то кричал. Вот именно, что кто-то кричал. Мы идем за ним. Да,
все за мной. Колчик, вы с Мервином, а мы пойдем дальше. Уступчивость есть, полковник. Да, Есть полковник отдает приказы, надо об этом понимать четко и твердо. Полковник отдает приказы, потому что это неповиновение. Не по уставу. Начал бы дерзить, тогда бы отношения испортились. По-любому. Салим. Он все пытается перебраться обратно. Он же прыгал. Надо было сказать нет, сам сражайся на своей войне. Отсюда должен быть другой выход. Должен быть. Если бы он прыгнул от этой вот самой штуки, там кусок лестницы торчал, он как раз надвисает над второй половиной уступа. Он бы оттуда мог перепрыгнуть. Там расстояние хорошее. Подходящее. Оп. Найдите выход, обыщите руины. Да я как бы здесь-то уже был. Вот здесь он мог перепрыгнуть. Вот отсюда. Вот отсюда. Вот туда. И потом оттуда вот сюда перебраться. И подняться наверх. Но он решил по дощечкам трухлявым перебраться. Хотя тут я не знаю. Расстояние тут не очень большое. Мог бы и прыгнуть. По башке еще, кстати, можно забраться. Есть вариант. И тут две блестяшки. Одна. Бумажник. Это чей? Полковник. Дар. Это Дара. Дара бумажник. Не знаю, какого названия. О. Дощечка. Особенности обновлены. Любопытство. Но как будто у меня тут есть, был выбор, быть любопытным или нет. А зачем, интересно, ему сетка на шлеме? Со страху даже прыгать не пришлось, так перебежал. Ай, блин. Разработчики такие, разработчики, а. Так, у меня там этот QTE момент. Все в порядке, его уступ больше не беспокоит. Все отлично. Ой, да там до выхода рукой подать, кстати. Камнем кидай, у тебя нож еще есть, придурок. А, ну вот, да, это видение я видел. Причем я же его и подобрал вот за Салима. Я ничего не понимаю. Он в одном и том же помещении забирается на лестницу, прыгивает с этой лестницы, потом обратно. Туда-сюда он бегает просто вот, я не знаю, на 20 квадратных метрах. И то заберется на лестницу, то спустится. Он дебил какой-то вообще. Наверх надо было ползти, там же был дневной свет. Русь. Вот это прям спасительная палка его.
думал, прям с этой палкой будет, когда на Тело ходить в игру. Универсальненько. Жалко, не стреляет. Что вообще этих солдат не помню. Бля, ну там, когда они все попадали, ну, вид сверху показывал, что дырка была небольшая. Тут столько народу туда свалилось, я не знаю, причем все в разных точках попадали. Ну, не соответствует тому виду сверху, что показывают потом. Ну, естественно, ноунеймов раскидают сейчас за 3 секунды. За 3,5. А вот если бы у них не было бы противогазов, я думаю, с лицами они бы пожили немножко подальше. Наверное. Поехали. Ну тут довольно-таки быстро персонажи, кстати, перемещаются. Бывали игры, что и хуже, медленней. Так, теперь Ник, да, Ник и этот Джейсон, которые вперед пошли с Эриком. Не зевайте. Слышно его? Кого его? Найдите Джоуи, сохраняйте бдительность. Подожди, назад. Ага. Просто иногда назад. Капрал Гомес, это регбист. Как слышно, прием. Иногда назад удобней повернуться. Ну, в смысле, чтобы что-то найти. Очки. Но его с поверхности утащили вниз. Вы ведь были с Капралом Гомесом? Что с ним произошло? Опасение. Это не Джоуи, неодобрение. Тише, полковник. Опасение. Давай. Кто бы там ни был, это не Джоуи. Но в бою такое сложно адекватно оценить. И что это значит? Вы могли ошибиться, сержант. Раздражение. Ну, вообще, Эрик в данный момент сейчас пытается немножко на другой разговор он намекнуть. Ему, в принципе, не особо важно, кто там, что там, за кем мы пошли. Его больше беспокоит, что с женой вот этот вот Панама человек пытается отношения замутить. Да, дальше. Что там? Я знаю, что я видел. Сдержанность. Как скажете? Давай сдержанность. Как скажете, сэр. Так, Будем защита надеяться, вверх. что он жив. Хватит с нас потерь. Соболезную. Насчет Рэйчел. Правда? Я слышал, вы прозвали ее Альфа-сукой. Не я. Я знал ее лучше. Я знал ее лучше. Грёбаная дыра. Давай вот сюда сначала посмотрим. Но не пойдем, естественно. Глубина. Я видел такие разломы в храме. Это все землетрясение. Идем дальше. Логично.
Это кровь? Да ладно. Я думал, бензин. Да уж, вляпались мы в дерьмище. Хотя кровь в песок должна была впитаться уже давным-давно. Она как на асфальте лежит. Эй, а где кровь-то? А где лужа большая крови? Хотелось бы вас учить, но Но вы научите. проверьте все. Кровь просто испарилась. Ладно, окей. 23 октября 1946 в катакомбах под храмом огромные груды неразборчиво. Алин работала на местах жертвоприношений в пирамиде Кукулькана, но даже она не видела неразборчиво. Неразборчиво убили тысячи во имя своих богов. Неразборчиво в погребальные ямы, как будто бойня. Неразборчиво, что за чума или бедствия требовали такой платы, ради чего неразборчиво. Произошедшее здесь тысячи лет назад неразборчиво. 7 декабря 1946 года. Наши находки были настолько впечатляющими, что я не удержался и открыл шампанское. Войдя в палатку, чтобы налить бокал для Мэри, я понял, что празднование придется отложить. Она нашла ящик Брэдшоу с динамитом. Я попытался успокоить ее, но она разошлась не на шутку. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Было от нее такое. Именно в этот момент за динамитом пришел Кроу. Когда Мэри приказала ему не трогать взрывчатку, он спокойно поглядел на нее и сказал, что не нашли что-то внизу. И нашли. Что То есть они... тут нашли? Они что-то нашли, но взрывчатку, короче, решили применить иначе. Так, найдены все картины с белыми рамками. То есть действительно надо пройти игру несколько раз, чтобы все найти. Где-то рядом. Тихо вы. Мы идем в ловушку. Вот именно, право, лево. Не знаю. Пойдем на свет. Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать. Быть начеку. Или нет? А давай для прикола в темноту сходим. Прикрой. Кто-то прямоходящий там. Курс изменен. Ник нашел аптечка Джоуи в туннелях. Ну, я думаю, что аптечки все-таки у всех одинаковые, и конкретно чья, ну, кому она принадлежит, тут особо не разобраться. Ну ладно. Но эта аптечка, возможно, поможет в дальнейшем. Он же с тобой ее возьмет? Да. Она на что-то... эта аптечка сюжетно на что-то повлияет. Неизвестно на что, но что-то будет. Подожди, они еще дальше меня же могут вести. Нет, все, тупик. Значит, в прошлый раз я ходил на свет. Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать. Быть начеку. Хорошее место для засады. Не торопитесь. Не зевать. Джоуи, это ты? Напряжение вперед, осторожность, не будем спешить. Осторожность, давай. Да. Что-то здесь не так. Вот именно. Сейчас бы быстро пошли, может быть, это повлияло отрицательно на события. Бам. Ой, я хоть того подстрелил, а то я думал, мало ли.
Граната! Ох. Сейчас опять завалы начнутся, точно. Вот дурак, нет. Сука, ура! Ястреб 3 регбистов. Сэр, вы там? Прием. О, нет. Подожди, я назад могу посмотреть? Не, ну конечно, этот дар, который... Кто он там? Полковник, капитан. Иракский. Короче говоря, иракский военачальник. Вот. Дебил совсем, но, блядь, такая лютая сейсмическая активность. Плюс еще завалы вечные. А он кидает с гранату. Серьезно. Он бы сам мог подохнуть. Какой-то самоубийца просто. Монстр тут. В той стороне сидит демон. Мы можем одолеть, но только вместе. Согласен. Как летучие мыши ждут звук. Они слышат, они нападают. Их слабое место — это солнечный свет. Как любое существо, их можно убить. Я сам не так давно узнал, но на самом деле вот эти вот монстры нападают не на звук, на самом деле. Ну, на звук они ориентируются, но их больше привлекает адреналин в крови. Кровь от этого, короче говоря, какое-то определенное нужное для них свойство приобретает, и они хотят его выпить. Колом в сердце. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Работаем вместе, окей? Его можно убить. Ты обойди его по флангу и отвлеки внимание. Я прикончу. Поддержка, давай. Я готов. Давай. Не, Салим хороший мужик, на самом деле, по сюжету. Ему только респект. Ну, если с ним не ссориться, естественно. Он, типа, весь сюжет, всю игру, он, в принципе, с одной палкой затащит. А эти там автоматами будут пользоваться и все такое. Палка у него имба просто. Не шумим, да? То, что они сейчас минут 5 болтали, так это ничего. Сейчас мы этот эпизодик доиграем, да будем закругляться, потом продолжим. Давай. Он хочет на него сверху, да, по-моему, прыгнуть? Вроде нет. Сзади подкрасться и проткнуть его. Громковато, по-моему, было.
Все, отлично. Видал я много уродов. Ну, ладно, этот эпизод был сыгран. Сохранение прошло. Продолжим в следующий раз. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.